Всем привет, друзья! Еду в гараж будить Пассата. Все еще спит, то есть не проснется после зимней спячки. Надо завести, прогреть, посмотреть, как он там поживает. Надо завести, выгнать из гаража, убраться в гараже. Взял канистру воды, но это для мойки, чтобы машину сполоснуть. Так, ну что, пасек будет заводиться или нет? Масло надо поменять. Так, соединяем аккумулятор. Мой ветеран. Охлаждайка есть. Passat B3 это что-то типа велосипеда. Даже если оборвется ремень ГРМ, ничего не страшно. Все это меняется. Да вообще все меняется на ходу буквально. Бывало в поездке прям что-нибудь сломается, встал на обочину и сделал. Без проблем. Лишь бы были с собой запчасти. Так, дрова будут мешать, не будут. Выйдет. Оденем старенькую рубашечку. Пока поставить на зарядку. Купил гайковерт, купил мойку. Где она у меня там? Вот мойка. Пару раз мыл, но надо обязательно, чтобы пена была. Сначала покрыть пеной, напенить, чтобы она постояла, а потом смыть чистой водой. Тогда можно помыть. Без пены не помоешь. Так. Пробуем. Аккумулятор разряженный. Ну что, выезжаем? Надо же, едет. Едет Passat. И тормоза есть. Ух ты. Что, выезжать будем? Работает, ё-моё.
Пускай немного продышится, поработает. Короче, две машины. Так, ну что, небольшой порядок надо навести. По возможности. Куда-то надо распределить колеса от Дастера. Может, куда-нибудь вон туда поставить. Надо будет только их потом вращать. Или как они. В принципе, у меня всегда колеса вот так стояли, и ничего, проблем не было. Не было проблем. Ничего у меня там, не вибрации, ничего. Их потом, похоже, надо плашмя хранить. Так, и надо будет, наверное, с какой-нибудь резиной попрощаться. Это летняя резина. Какая-то старая, надо будет посмотреть и выбросить. Малость убрался. Ну еще убираться и убираться. Но время уже 9 час. Загонять надо пассатика. Еще тут сверху надо будет разбирать все. Эти поленья. Неизвестно, буду я там печку топить или не буду. В эту зиму не больно топил. Ну, 2-3 раза. Сейчас вот дрова туда упаковал, колеса закидал. Вещи тут немножко проветрил. Надо будет разобрать, что диванные надо будет выбросить, что ли. Все равно я здесь не буду ни отдыхать, ни спать. Крыша немного затекала. Надо будет залезть, посмотреть, что там, да как. Ну, более-менее. Ну, буду выбрасывать лишнее нещадно. Руки, конечно, дрожат. Не могу даже резину выбросить. Все, кажется, она более-менее еще пойдет. Ну, наверное, никуда ничего не пойдет и не поедет. Все вот эти пружины, амортизаторы и старые, и новые, куча пыльников, рейки. Надо будет трамблеры. Надо будет все распродавать, наверное. Не наверное, а тут два варианта. Или сдать на металлолом, или продать. Ну или выкинуть. Закрыть глаза. Еще вот таких маленьких ящиков полно. С разной мелочью. Запчасти для замены ГБЦ. Все куплено, лежит. Прокладка, головка. Но неизвестно, буду я менять или не буду. Надо вот во всяком случае все это упаковать, сложить в одну кучу, в одну коробку. ГБЦ, распредвал. Вот он торчит. Все запчасти в одну коробку смазать, завернуть. Посмотрим. Если и делать ГБЦ, то, наверное, зимой. Летнее время тратить нет желания. Зимой, если будет теплые дни, можно вот приехать на Дастере, затопить печку, ну и снять ГБЦ, поменять. Перед этим надо будет разобрать пол гаража.
Так, Passat в домике. Ну ладно, дорогой друг, отдыхай. Как-нибудь возьму тебя с собой в поездку. Надо будет заправиться. По идее, сайлентблоки надо менять. Колеса надо менять на летние. Ну, посмотрим. Послезавтра приеду, буду разбирать. Жара. Май месяц, а жара. Так, надо подзарядить красненького аккумулятор. Хороший зарядник. Но тонкие провода и крокодилы хлипкие. Вот подзарядить аккумулятор, пользуясь случаем. А так хороший. Есть функция блока питания, есть функция разряда, есть асимметричный заряд. То есть заряжает и немного разряжает. Заряжает, немного разряжает. В принципе, неплохой. Но это если уж так прям вплотную заниматься аккумуляторами. Можно восстанавливать. Кулон. Не дешевый, 1009, по-моему. Так, и вот у меня еще старичок, который я нашел. Ну, зимой его уже использовать нельзя. Ну, можно брать с собой только в поход куда-нибудь. На выезд. Как дополнительный аккумулятор. Или автономку зимой подключать. Вот для этих целей он пойдет. Чего тут только нет. Рулевые тяги от Гольфа. Рейка подходит от второго Гольфа на Б3, но тяги короткие. Когда-то покупал рейку, она шла вместе с тягами. Так, одна рейка в идеальном состоянии. Так, это убитая. Вот это в идеальном состоянии. Я на ней, наверное, пару месяцев поездил. Потом купил точно такую же, Рекамби. Она стоит почти под 30 тысяч. Как оригинал. Хорошо ходит. У меня прошла более 10 лет. Такая же стояла. Более 10 лет. Потом пыльник порвался. Были сильные дожди. Заехал в грязь. И, в общем, наступили кранты в рулевой рейке. Я заказал другую. Но потом нашлась вот эта вот. В общем-то, зря я покупал. Хорошие рейки. Хорошо ходят. Надо будет объявлять тотальную распродажу. Но это механика, без гидравлики. Помпа. Что-то собирался сделать, но бросил. Не стал делать. Так оно все и валяется. Масляный насос, практически новый. Патрон. В общем, поездил, потом слил масло, и давление так и не поднялось, пока не поменял масляный насос. После этого патрон я не рекомендовал бы брать. Ну, во всяком случае, вот такие ответственные детали. Где-нибудь в дороге можно поменять масло, ну и давление пропадет. Вот и все. Придется как-то пытаться налить в него масло
После этого, глядишь, и запустится. Ну ладно. Так. Автохимии вообще на всю жизнь и даже больше. Еще новые баллоны. Антигравий. Антикоррозийная обработка для скрытых полостей. Вот в подрамник задуть, в пороге, вниз дверей. Хорошая вещь. Еще вот в этой коробке лежат. И в банках есть. Надо будет все освобождать. Когда купил этого Passat, он был после 3 аварий примерно, крашеный, шпаклеванный. Ну и года через 3 начала отваливаться шпаклевка. Пришлось его по кругу ремонтировать. Стеклотканью восстанавливал. В общем, где я отремонтировал, там практически ничего не произошло. Но потом, спустя 10 лет, в местах, где я вообще не трогал, начал отваливаться лак. Вот таким образом. Заднюю крышку багажника красил, зачищал, красил и покрывал лаком. Пришлось переделывать капот. Крылья тоже облазили. А вот крышу оставил. И думаю, пускай лак слезет. Потом наждачкой замотую и покрою лаком. Когда ремонтировал капот, оказалось, что 3 слоя. Да и крышка багажника тоже. В общем, как слоеный пирог. Грунт, краска, опять грунт, краска. Вот так все. И вот я думаю, наверное, произошла реакция. И лак начал отходить. Только реакция произошла спустя 12 лет. Ну, я не знаю, когда до меня ее красили тоже. Ну, в авариях она побывала. Покупал ее за недорого, на квадратных колесах. После покупки через год начали появляться трещины, отваливаться шпаклевка. Начал ездить по автомалярам, но суммы были впечатляющие. Ну и один посоветовал мне: ты хотя бы трещины замажь солидолом. Зимой не будет затекать вода и не будет эту шпаклевку распирать. Ну я так и сделал, какое-то время ездил такой измазанный солидолом. Потом начал изучать информацию, как красить, что нужно, как шпаклевать, как удалять ржавчину. Ну и сам по кругу все отремонтировал. И с тех пор прошло уже немало лет. Все держится, так точечно появляется. Ну, в принципе, все целое. Единственное, что надо менять пороги. Или менять, или низ переваривать. Остальное все, ну, в нормальном состоянии, в принципе. Даже вот этот колхоз, который мне не раз указывали в комментариях, достался мне от предыдущего хозяина. И тем не менее, этому колхозу больше 17 лет. Вот такие толстые патрубки. Очень толстые. И радиаторы рвало, и радиаторы печки рвало, и фланцы лопались. А эти патрубки остались. Купил подарок Passat, все никак не могу вручить. Такое масло ВМП Авто. Хоть и писали мне, ВМП Авто это не масло, разводят в гаражах,
любое масло где-нибудь разводят. Все производители покупают базу, а потом добавляют присадки в эту базу. Отсюда и получается масло. Разное по качеству. В какой-то присадке лучше, в каком-то масле, ну, присадки вообще практически отсутствуют. Или как минимум самые дешевые. Отсюда и берется стоимость масла. Вот на этом масле поездил, ну, мне понравилось. Нормальное масло. Кстати, не такое уж и дешевое. Также использовал и для шрусов масло. Потом какие-то присадки наливал. В коробку у меня залито масло тоже от ВМП Авто. Коробка работает тихо, нормально. Это не реклама, просто я вот купил, все как бы не досуг поменять масло в Пассате. А я уж пробовал всякие масла. От самых дорогих 10 лет ездил на Shell, Helix. Потом стал заливать Синтек Platinum, потом Лукойл Genesis, всякие полимериумы пробовал. Присылали мне на тест. Тоже неплохое. В общем, надо будет купить фильтр и поменять масло. Подарок пока под столом подождет. У меня еще 4 сканера по диагностике автомобилей. Самый дорогой, наверное, 30 с чем-то тысяч. Остальные по 9, по 15. Собрать все запчасти, все, что мне будет не нужно, и сделать отдельный ролик, что ли. В общем, я думаю, может быть, сделать видео с полной историей этого автомобиля. Как я его купил, за сколько купил, что я в нем делал. Потому что впечатлений у меня очень много. Масса просто. А сколько я на нем проехал, это уму непостижимо. Вокруг Азовского моря с ночевками. Мариуполь, Ейск. Все побережье Черного моря от Сочи до Крыма несколько раз проехал. Проехал по Крыму до Севастополя вдоль берега. Кавказ, Эльбрус. Жил на Эльбрусе в этом автомобиле, в Пассате. Все поездки у меня были примерно по 1,5 месяца. Месяц-полтора. Иногда выезжал 2 раза в год. И в итоге у меня получается, что я в этом Пассате прожил примерно год. Я посчитал, примерно год я прожил вот в этом салоне, в котором можно лечь в полный рост. Машина просто уникальная. И дешевая в обслуживании, и готовый автодом. Вдвоем, конечно, если ехать, как бы тесновато будет, наверное. Ну, можно. Будут видео по ремонту. Какие-то видео я сниму по новой, обновлю, так как время идет, точка зрения меняется. Думаю, по электрике, по мультиметру, работа с мультиметром, ну и так далее. Ну и также буду снимать про Дастер. Да и общие темы. Все машины, они в принципе одинаковые, что здесь 4 цилиндра, что в Дастере 4 цилиндра. Все отличие только во впрыске. И 16-клапанная головка или 8-клапанная. А так, в принципе, принципиально отличий нет никаких. Если автомобиль более новый, больше датчиков, больше контроля за впрыском, поэтому сложнее. Там кондиционеры,
разное дополнительное оборудование, поэтому нигде не подлезешь, нигде не залезешь. Здесь в Passat можно залезть, в принципе, хоть снизу, хоть сверху. Все снимается. Вот нет места, где не было бы доступа. Радиатор снимается спокойно, стартер снимается спокойно. Если умудриться, можно даже его и сверху снять. Все меняется. Просто все просто до безобразия. Ну что, пишите комментарии, ставьте лайк. Всем пока, до связи.